Наконец-то это свершилось. Сплошная? Наконец-то это свершилось. Я нашла место для своей мастерской. Сегодня мы едем выгружать все оборудование туда, которое мы в скором времени запустим. И я смогу уже точно сказать, что мастерская по переработке пластика запущена. В линейку входит 5 или где-то 6 видов станков. Первый станок, он шредит, то есть измельчает пластик. Там есть пресс-машина, там есть экструдер, есть инжектор. И сейчас мы посмотрим на их состояние, вообще как они выглядят. Ребята, сейчас там никого нет. Привет. Здрасте, поехали. Окей. Это ребята-перевозчики, я их первый раз вижу, но они до этого груз мне привозили, и вот, я с ними постоянно работаю, сотрудничаю, они мне и туалеты привозили, и вот теперь же оборудование. Но туалеты они, естественно, четко привезли, а я у него деньги возьму за это. Интересно, я когда-нибудь стану какой-нибудь такой этот блогершой, которым захотят. Было прикольно, да? Потому что, блин, я в тот раз узнала, сколько блогеров в Инстаграме зарабатывают. Я офигела. Я надеюсь, все нормально с оборудованием, потому что оно стояло, несколько месяцев. Но I'm so excited! Здесь будет мастерская, когда все освободят. Этот провод. Не, он смотрит, подожди. Наконец-то это свершилось, и мы выгружаем оборудование. Сейчас мы видим, как производится разгрузка оборудования при помощи вот такой лопаты. Первый раз в жизни вижу, чтобы так разгружали, но я думаю, это самый оптимальный метод. Сейчас я увидела и поразилась, как это, прогрессу техники. Здесь два оборудования уже самых тяжелых загрузили, остались маленькие станочки. И сейчас, наверное, дело пойдет быстрее. Спасибо. До свидания. Теперь, если сейчас ребята освободят помещение, мы туда все загоним. И один шредер в машину у меня погрузим, чтобы увезти в Каракол для Максата, чтобы Максат мог для меня шредить. Как-то так. Туда Максу придется приехать. Наконец-то мы завершили отгрузку, и мы теперь будем ждать наших партнеров с Казахстана, которые приедут и проведут тренинг несколько дней. Мы будем учиться, как правильно использовать это оборудование и что можно произвести на нем. Идея — это часть мировой цепочки, которая называется Precious Plastic, и в Центральной Азии единственными партнерами, с которыми можно было работать, это был казахстанский проект Rocket Plastic. И из-за того, что у нас похожие немного ситуации, похожие страны, и мне было интересно именно как они применили этот мировой опыт на местном рынке, на центральноазиатском, и поэтому я именно целенаправленно начала сотрудничать именно с казахами. Поэтому ждем их, следующий этап будет тренинг. Я ждала этого момента, 5 месяцев. Ну что, пришло время распаковочки. Я не знаю, что здесь, потому что они все подписаны одинаково из-за того, что это одна партия. Но сейчас посмотрим. Это пресс-стол. Поехали дальше. Что здесь?
Это инжектор. Инжектор, слышно? Ой-ой-ой. Да, это для шредера, прессовалка. Это очень прикольно. Найс. Эти два надо перевернуть. Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Всем привет! И сегодня этот день настал. Мы наконец-то открываем и запускаем мастерскую по переработку пластика в рамках проекта Upscale. Сейчас вы увидите, как это все происходит. На данный момент мы ждем электрика, сейчас будем подключать оборудование, сейчас придут студенты, чтобы мы могли им показать, как вообще здесь можно работать и что можно здесь изготавливать. Электрик трубку не поднимает. Здравствуйте всем! Мы приехали из города Алматы, нас позвали. Мы в Алмате первые, которые начали заниматься переработкой пластиковых отходов, то есть именно из пластика делать какую-то конечную продукцию. То есть в основном у нас как в Алмате делали? Перерабатывали пластик, делали гранулы и просто перепродавали, да, в России и так далее. А там уже делали конечную продукцию, обратно к нам в Казахстан возвращается в виде какого-то вторсырья. Вот. А мы решили такой создать замкнутый круг. Вот эта идея была от Precious Plastic. Он первый, собрал такие мини-оборудования для переработки. То есть такие мини-оборудования можно ставить в гараже. То есть каждый человек может заниматься индивидуальной переработкой у себя в какой-то небольшой мастерской. Мы его проект попытались воплотить, естественно, какие-то были недочеты, мы все модернизировали, что добавили, и вот у нас получалась такая линейка. Сегодня с каждым из них ознакомим, расскажем про технику безопасности и что это позволяет вообще делать. Что произошло? Еще какой цвет? Допустим, бутылки, крышки, упаковка какая-то там, пакеты, это все одноразовый пластик, который загрязняет экологию и приносит, вред на самом деле окружающей среде. То есть задача проекта была какая? Мы собираем этот пластик, перерабатываем его через дробилку, да, то есть делаем из него по сути сырье, и это сырье мы используем для того, чтобы делать какие-то новые изделия. То есть дарим ему вторую жизнь таким образом, чтобы он не загрязнял. То есть мы поели, нам уже она не нужна по сути. И что с ней делать? Его выбрасывать, правильно? Поэтому лучше сдавать такой продукт на переработку, либо вообще стараться меньше использовать. Вообще стараться надо меньше пластика использовать в жизни, чтобы не наносить вред. А если у вас нет возможности заменить что-то, тогда сдавайте на переработку. Толщину 1,5 сантиметра, 8 килограмм пластика. Понимаете, 8 килограммов пластика, если двойки положить, она ровно будет. Если полипропилен 8 килограмм, он практически в 2 раза больше, такой горку. Понятно, оставляем, пока будет плавать на мере. А сколько времени будет? Где-то час-полтора. Нет, не полтора, на этом стаке где-то 50 минут. Пойдемте, покажу третий, это мой любимый, один из самых любимых аппаратов, инструментов, станков. Да, называется инжектор.
Вообще, смотрите, какой красивый получился. Вот включил, пусть нагревается. Да, вот это- Тоже принцип, это уже экструдер. Это АБС. Давайте вот формочку мы взяли, допустим, и вокруг него просто будем видеть нитки. Бывает, можно с узором делать, вы уже опять-таки как руку набьете, как вам интересно, и получается очень красиво. Он у нас нагрелся, теперь можно его включать. Крутится, по мере того, как все крутится, он забивает потихоньку наш отсек. И пока пластик пройдет вот этот отсек, он уже начинает плавить. Сейчас видите, он проваливается. А не надо его это? А нет, он сам будет проваливаться. Опять-таки, не понравилась форма, что делаем? Переплавляем. Теперь завтра мы вытащим отсюда Сырье у вас есть, он пресс. привезли. Да, круто, круто. С пресса мы вытащим, как это называется? Лист, да, лист. И из печки мы вытащим посудку. Поэтому давайте завтра узнаем, чем это закончится. The next day. Сейчас будем открывать этот лист, посмотрим, что получилось за ночь, когда он остыл, и будем еще один костер делать. Разделим еще, да. Сегодня второй день в мастерской, мы вытащили пласт, мы сейчас будем опять заплавлять. И наконец-то я могу с чистой совестью сказать, что проект запущен. И я призываю всех сдавать пластик на переработку, не выбрасывать его на свалку, не загрязнять окружающую среду, а подумать о рециклинге, то есть о закрытом цикле. Поэтому Апкель, мы принимаем пластик, присоединяйтесь к движению. И спасибо ребятам из Rocket Plastic Казахстан. Благодаря им это стало возможно.